Здравствуйте всем, рад всех приветствовать. Сегодня очередная лекция из курса Таро. Значит, сегодня мы разбираем колесницу, разбираем более подробно, окунаемся в философское значение карты, в истинный смысл этой карты, да. Разбираем, почему эта карта такая подвижная для одних людей, для других людей она не подвижная, наоборот, значит, переход к чему-то стабильному. Вот, ну и разберемся, как же ее проходить правильно. То есть, если вы считаете эту карту своим смыслом жизни, да, кармическим уроком и вот всеми этими интересными формулировками, которыми пестрят разнообразные школы Таро, вот сегодня мы поговорим об этом. В общем и целом, я называю все это смыслом жизни, то есть человек имеет некий смысл жизни в данный момент, стремится развиться в чем-то. Мы посмотрим, в чем человек может развиться при понимании этого старшего аркана. Так, и для начала. На прошлом видео у нас с вами был разговор по поводу курса Таро. Меня очень много народу в последнее время просит запустить все-таки курс практически по Таро, да, потому как та философия, которую я раскрываю в своих лекциях, она, конечно, интересна, глубоко и понимает прощупать карты Таро, прочувствовать их, да, но очень многим нужны практические значения, и они хотят узнать, как же этим всем пользоваться. Ну, вот это все у нас будет на практическом курсе Таро, если кому-то мало философских таких лекций. На самом деле все это можно через философию прочувствовать, да, но если вам проще через практические значения, мы попробуем это с вами разобрать. Курс я с большего уже разработал. Основан он на том, что я преподаю своим ученикам в индивидуальных занятиях, в индивидуальных лекциях, но теперь это будут группы небольшие, потому как с большими группами сложнее работать, а я привык работать с обратной связью людей сразу же непосредственно, поэтому группы будут маленькие. Давайте я займу пару ваших минут, буквально секунд 30-40, да, расскажу о том, что я приготовил, ну и все вопросы по поводу того, как именно все это будет делаться, пожалуйста, WhatsApp, там есть, в описании к этому видео есть все мои контакты, выходите на связь, мы с вами уже будем договариваться, если вам будет интересно. Так, как у нас это тут все это дело? Давайте запустим вот так вот, да. И, собственно, по самому курсу, в чем его плюсы? Преимущества. Во-первых, это эмоционально-интуитивная направленность курса. То есть, если вы смотрели хотя бы пару моих лекций, вы, наверное, уже заметили, что я опираюсь в основном на работу с интуицией, с эмоциями при работе с картами. Хотя бы потому, что работа с такой символикой, она в первую очередь в картах Таро основывается на интуиции. Знание это, конечно, хорошо, но если вы будете рассчитывать свои ответы в картах Таро, то получаться будет не очень. Но если вы будете чувствовать интуитивно правильный выбор каждого значения каждой карты, вот тогда вам будет проще именно гадать. Гадание на картах Таро это выбор, интуитивный выбор из множества значений, которые есть у вас уже в базе знаний, да? И делать его нужно именно интуитивно, эмоционально-интуитивно. Поэтому карты свои свой курс я основываю на том, что я пытаюсь дать общий смысл карты, суть карты передать, а дальше вы уже сможете выстраивать свои значения, исходя из понимания карты. Об этом чуть-чуть попозже я выпущу отдельное видео по этому курсу, чтобы вы поняли, как это все будет проходить. Что еще? Группа будет состоять из 5 человек. Это гарантирует вам уютное общение. То есть не будет большой группы, где вы не будете знать, кто там что. Можете познакомиться в маленькой группе из 5 человек. Я знаю, что комфортнее всего работает с группой из 5 человек. 6-7 человек уже контролировать сложно. 3-4, ну, зачем 3-4, если можно взять 5, да? Потому как желающих много. Возможно, так, давайте так сделаем. Возможно, я буду запускать сразу две группы, утренняя и вечерняя, либо как-то разделять их по дням. Допустим, 3 дня в неделю одна группа, 3 дня в неделю другая группа, буду перемежать. Все зависит от количества народу, который подпишется на эти курсы.
Личный контакт с каждым гарантирован, просто потому что за время тех занятий, которые у нас будет проходить, я буду просить и требовать от вас отзыва. Да? То есть вы должны будете участвовать в лекциях, не просто сидеть и слушать. Вы должны будете задавать мне направление, в котором нужно будет идти группе. Я уже буду вам помогать идти в этом нужном именно вам направлении. Я считаю, что личный контакт очень важен. Идеальное обучение — это, конечно, личное обучение, но для некоторых людей гораздо приятнее групповое общение, групповое обучение, просто потому что есть два типа людей. Практическая направленность курса. В первую очередь мы будем опираться на расклады, на те значения, которые карта принимает в раскладах. Вы будете видеть, чувствовать, как в зависимости от того, что за люди, что за людей мы разбираем, да, разные характеры людей, взаимодействие разных характеров людей, какие карты выпадают в одном, в другом, в третьем, в пятом, в десятом случае. На разнице этих случаях вы будете чувствовать эту карту, вы будете понимать суть этой карты, и впоследствии вам будет гораздо проще в незнакомой вам ситуации не шаблонно, а по сути карты выдать практическое правильное значение расклада. Поверьте мне, так гораздо продуктивнее, чем забивать себе в голову множество значений и потом судорожно пытаться понять, как же выбрать какое из значений в данном случае более правильное. Вместе со всем этим я буду давать основы зодиакальных характеристик разных характеров людей. Да, то есть будем разбирать знаки зодиака, Овен, Телец, Близнецы, Рак и так далее, как карты реагируют на разных людей, на разные знаки зодиака. Все это очень важно в работе с клиентами. Ну и, собственно, основа курса — это порядка 80 часов, 40 занятий, каждое занятие по 2 часа. Я рассчитываю, что проводиться это будет 3 раза в неделю, да, например, понедельник, среда, пятница, либо вторник, четверг, суббота. Это порядка 12 занятий в месяц. Весь курс мы постараемся пройти за 3, чуть больше, чем 3 месяца. Я рассчитываю, что 3 месяца и 1 неделя. Это не полгода, как у Савченко там, или у Хана. Сколько там у Хана, я вообще не знаю. Вот. По цене я пока не определился, но это вряд ли будет так, как у Савченко. У Савченко полугодовой курс стоит 120 тысяч. Это, я считаю, запредельная сумма. Ну, это его дела, как он там это все высчитывает. Я думаю, что весь этот курс у меня онлайн будет от 20 до 30 тысяч за эти 3 месяца. Всего. Сколько именно, ну, я еще точно не высчитал, но никак не больше, чем 30 тысяч. Вот. Собственно, так. Хорошо. На этом давайте закончим. Я все равно выпущу отдельное видео по этому вопросу, да. Пока давайте мы с вами колесницу разберем, да. Чатик забыл включить назад. Чатик включим. Ой, там уже что-то понаписывали. Давайте почитаем, что у нас. Доброго вечера. Здравствуйте всем. Я вам скажу, месяц карты в руки не брала, вчера взяла и все ясно, будто в воду гляжу. Такое бывает. От карт, кстати, очень легко можно устать, особенно поначалу, поэтому я бы вам советовал не перетруждаться с картами. В евро сколько? В евро? Я просчитывал в этих самых евро, посчитайте, 30 тысяч российских рублей по максимуму. Я не помню, сколько в евро там ваши рубли российские. Я вообще все в злотых считаю. Вот. Посчитайте, загуглите 30 тысяч российских рублей в евро. Ну там от 20 до 30. Возьмите среднее что-нибудь типа 25 тысяч рублей российских. Я не помню, сколько там евро сейчас у вас в России стоит. Хорошо. Ну что, поехали, да? Давайте по колеснице пройдемся более плотно. У меня есть пару вопросов, которые я получил вот по поводу этой карты после вчерашней, вернее, после вторничной лекции, да, именно по колеснице. Их буквально 2, потому как на что-то я успевал ответить в самом чатике на самой лекции, но пару вопросов прилетело после лекции. В частности, колесничий не управляет сфинксами и колесницей. Но позже вы говорите, он должен научиться управлять.
Совершенно верно. Он должен научиться управлять просто потому, что это задача карты. В каждой карте у нас присутствует некая идея, некий сюжет. Да? Вы должны знать этот сюжет, чтобы понять, как он развивается. Дело в том, что когда мы с вами говорим о мифологии, о мифе в частности, да, мы весь этот миф видим уже сразу, в готовом виде. После изучения этого мифа он у нас в голове присутствует целиком. Да? Поэтому, когда мы с вами смотрим на карту Таро, мы должны понимать, что этот миф в карте Таро присутствует тоже целиком. Там есть начало, есть середина с кульминацией, и есть финал. Да, собственно, то, к чему должен прийти герой этой самой карты. Так, абсолютно в каждом аркане, да, например, если мы берем миф об изгнании из рая, мы помним, чем это начиналось, что там были за события и чем все это кончилось. Берем положительный смысл карты и понимаем, к чему мы должны прийти, чтобы все закончилось у нас по мифологическому сценарию, чтобы все закончилось правильно, да, чтобы Адам с Евой при выходе из рая не померли с голоду, а хоть и в муках рожая детей и в поте лица своего хлеб добывать стали бы, но чтобы они добыли все-таки этот хлеб, чтобы у них это получилось прожить без Бога в страшном пугающем мире. В рае это им жилось хорошо и ни о чем думать не надо было. Но раз они сделали свой выбор, то они должны прийти к тому, чтобы справиться самостоятельно с той ситуацией, которую они выбрали. Вот смысл любовников, допустим. Смысл колесничего, колесницы. Главный герой, как я уже сказал, это не колесница. Это не колесничий, не человек, который сидит в этой повозке. Карта называется колесница, поэтому смысл направлен именно на то, что это такое. А колесница — это инструмент, которым человек должен научиться управлять. Поначалу, когда мать богов Кибела подарила человеку вот эту самую колесницу, да, на прошлой лекции, те, кто впервые на лекции присутствует, можете посмотреть сначала первую лекцию по колеснице, да, там, где значение карты, общая мифология карты, да, символика карты. Сегодня у нас философия. Так вот, я напомню, мать Кибела, матерь богов, подарила человеку эту самую колесницу, запряженную парой львов. Мы с вами помним, что там есть свой отдельный миф, что это за львы такие. То есть это Аталанта и Гиппомен. Два человека, которые... Отголосок еще тех самых близнецов, да? Два человека, которые не сдержали своих желаний, совершили непотребство в храме, чем обидели богов, оскорбили богов, за что были наказаны и превращены в этих самых львов. Так вот, человек должен учиться контролировать свои животные чувства. То же самое у нас и с мифом о том, как Диметра и Прозерпина подарили Триптолему колесницу, запряженную двумя змеями, либо двумя драконами, ну, в общем, двумя животными, да. Дали ему зерен и повелели эти зерна рассаживать где-то там, закладывать новые города, новые цивилизации. Смысл действий Триптолема — это взять дары природы, а Диметра — это у нас природа, да? Взять дары природы и научиться их выращивать. Выращивать не в дикой природе, да? Диметра — это и есть природа. Ты мог пойти к Диметре, взять от нее плоды сразу же, вкусить эти плоды, прийти к ней опять, взять еще плодов, опять вкусить плоды, и так вот ходить, как человек-собиратель ходил в лес, по грибы, по ягоды. Мы до сих пор ходим, часто все еще ходят к этой самой Диметре в леса, собирают грибы и ягоды, то есть занимаются собирательством и охотой. Это и есть Диметра. Но Диметра более цивилизованная, это природа, которая одарила человека этими дарами и научила его, ну, вернее, научил-то этот самый Гермес, Меркурий, да, он дал человеку знание, как пользоваться дарами природы. Вот, и если у человека хватает в голове ума, то он понимает, как пользоваться этими дарами природы, научается
пользоваться ими самостоятельно, без участия самой природы. То есть у себя на даче разбить грядки, высадить эти зерна и вырастить что-то такое, чтобы съесть там огурцы, там помидоры, сделать осенью банки закатки себе, да. Вот, так вот, основная задача этого мифа – научить человека самостоятельности. Поэтому по колеснице человек должен учиться управлять этой колесницей, которой он не умеет управлять в принципе. Поначалу, когда он ходит в природу, он не умеет выращивать эти дары. Но когда они ему передаются в дар, вот тогда человек должен учиться их выращивать, да, все лучше и лучше, совершенствовать свои умения, совершенствовать свои качества. Колесница – это природные данные человека, то, что человеку дала природа. С детства он, конечно, просто ими пользуется. Вот есть у человека какие-то природные вокальные данные, он ими просто пользуется. Например, там у какого-нибудь ребенка природные данные голоса вокальные, да, и он поет красиво, там, что там, у кого было, там, Джамайка, Джамайка, да, ла-ла-ла-ла-ла-ла, и там это все. Ну, я так себе пою, поэтому не буду. Вот, если ребенку даны природные качества, он их использует. Он просто едет на этой колеснице, не задумываясь, как ей управлять. А эти львы тянут сами. Все, что мы умеем, заложено в нас природой, характером наших родителей, воспитанием, теми условиями, в которых мы живем. Мы должны учиться пользоваться всем тем, что нам дает ситуация. Все, чему нас учит карма, да, если уж мы берем карму, мы должны сознательно учиться работать. То есть человек, у которого есть природные данные голоса, должен учить нотную грамоту, должен разрабатывать свои голосовые связки, чтобы эти природные данные улучшить, чтобы управлять этой колесницей более сознательно, более тонко, более гибко, более искусно. Понимаете? В этом задача при изучении колесницы. Вот. Надо сказать, что не каждому это удается. Как именно это сделать, да, мы сегодня обязательно скажем. Вот. Но это очень простой способ, и вы о нем все знаете, но не догадываетесь, что колесница говорит именно о нем. Хорошо. Это я такую интригу как бы вел, да. И второй вопросик. Карта колесница в раскладе на вопрос, вернется ли муж в семью, может означать ответ «да». Понимаю, что по одной карте трудно судить, но все же. Да, по одной карте трудно судить. Я могу сказать, что скорее да, чем нет. Если при такой формулировке, да, вернется ли муж в семью, очень, ну, если брать только одну карту, то, конечно, очень сложно по одной карте без знания контекста определить, вернется муж или нет. Но колесница – это желание обрести что-то знакомое, но своим способом. То есть это желание вернуться в семью, потому что колесница, она ходит как бы по кругу, да. Это 4-й дом, это рак, который особенно отчетливо чувствует уют семейного очага. Почему? Потому что сама колесница говорит о защищенности. На колесничем надет доспех. Я уже говорил на прошлой лекции, что когда одеваешь доспех средневековый, да, это как одеть защиту такую, это как успокоить чуть-чуть себя, это придать себе чуть-чуть такой вот защищенности, уверенности в том, что все будет хорошо, даже если что-то вдруг случится, да, ну подумаешь, я все равно тут весь в железе, да, даже если меня стукнут палкой, топором, то, ну, я почувствую удар, но я не погибну, меня даже не ранят, да, и в такие моменты возникает чувство спокойствия и уверенности в своих собственных действиях. Ты начинаешь действовать более смело, не боясь того, что тебя там бьют этими железными палками. Ты просто делаешь то, что ты должен делать. Ну, ты сам их бьешь этой железной палкой, да, грубо говоря. Вот, поэтому важно понять, что действие активное всегда основано на уверенности в том, что оно у тебя получится. А уверенность в том, что у тебя оно получится, в первую очередь заложена в знании, в том, что ты знаешь, что у тебя это получится, то есть ты уверен, то есть такой как бы зацикленный круг, да, выходит.
что для того, чтобы что-то сделать, ты должен быть уверен в том, что у тебя это получится. Но уверен в том, что у тебя это получится, ты можешь быть только тогда, когда ты начнешь это делать. Поэтому пока вы не начнете что-то делать, у вас ничего, конечно, получаться не будет. Пока вы не заставите вот этих львов сдвинуться с места, колесница так и будет стоять на месте. Отвечая на вопрос, что там по тому самому по возвращению мужа в семью. По колеснице человек, конечно, будет рад вернуться на привычные рельсы. Потому что это Луна, 4-й дом. Луна, она наиболее цикличная планета. Фазы Луны меняются быстро. Люди видят смены Луны, да, от растущей к убывающей. И меняется Луна достаточно быстро. В течение месяца мы видим все фазы Луны. Да? Поэтому вот эта планета, да, ну, считается в астрологии, что Луна и это планета, хотя мы знаем, что это спутник. Так вот, сам спутник, он крутится по одной и той же траектории, и это достаточно привычная, понятная траектория. Более того, это эмоциональная траектория. Луна очень серьезно влияет на чувства, эмоции человека. Поэтому человеку по этой карте всегда будет хотеться вернуться к тому, что уже привычно, знакомо, спокойно, к каким-то шаблонным действиям, да, успокаивающим. Поэтому велик шанс, что по этой карте муж вернется. Однако, по этой же карте, если муж поймет, что чувство уверенности в завтрашнем дне, чувство спокойствия и домашнего уюта не очень ему помогает, то есть, если вот этого самого домашнего уюта в вашей семье никогда и не было, то, конечно, он будет хотеть уйти в ситуацию более защищенную, чем та, в которой он был прежде. Да, то есть, если в семье были постоянные разлады, постоянные какие-то ссоры, то в такую эмоциональную ситуацию он вернуться не захочет. Он захочет построить какую-то более надежную эмоциональную ситуацию уже в новом месте. Это будет значить, что человек развился в своем понимании жизни и пошел дальше. Задача колесницы в том, чтобы человек постоянно развивал вот эти свои шаблонные рельсы все дальше и дальше и дальше. Чтобы маршрут, по которому он ходит, ездит, то, что он чувствует каждый день, чтобы он был более и более развитым с каждым днем. Да? Чтобы он захватывал все больше и больше и больше территорий. Потому как колесница это все-таки орудие завоевания новых пространств, так скажем. Поэтому можно считать, что это карта активная, но с другой стороны, цели, которые ставит перед собой человек, это спокойствие, это пассивность. Поэтому это активное стремление к пассивности. Может быть, так это звучит странно, но тем не менее, если мы берем систему, по которой у нас расположены старшие арканы, это 4-й дом, в котором находится всего одна карта. И вставлять сюда какую-то вторую карту, ну, мало смысла, потому как влюбленные, они скорее принадлежат к 3-му дому, да, мы с вами уже говорили об этом. В 3-й дом заглядывает часть колесницы, потому как у нас тут есть намек на близнецов, но и часть близнецов заглядывает в 4-й дом, да. То есть мы с вами видим, что развитие этих карт Таро, оно идет непрерывно, одной такой широкой лентой. Можно считать, что это один сюжет из одной такой длинной карты, которая потом просто порезана на куски. И кусочек этой карты заходит в 4-й дом, кусочек колесницы остается все еще в 3-м доме. Поэтому постепенный переход у нас значит, что здесь у нас будет всего одна карта, потому как Солнце, силу, очевидно, что сила и есть Солнце, Лев это отчетливый знак, скажем так, 5-го дома, да, и впихнуть его в 4-й лунный дом мы никак не можем. Захватывает часть этой карты, но тем не менее основной его дом здесь. Поэтому у нас с вами и остается одна карта, которая с одной стороны пассивная, с другой стороны активная,
просто потому, что в одном доме присутствовать две карты в этом случае не может, и колесница приходится быть и активной, и пассивной. Точно так же, как и противоположные два дома, да, 9 и 10, там тоже только по одной карте, хотя и в 10 доме присутствует часть звезды, и в 9 доме часть умеренности тоже есть, да, то есть нельзя сказать, что там такие прям жесткие границы, все-таки карты Таро это не точные значения, это интуитивно-эмоциональные штуки. А интуиция и эмоции, они такие мягкие, переливчатые, там четких граней, вот этих разрывов, по которым можно прорезать ножницами эту карту, у нас нет. Поэтому тут можно сказать, что лучше бы был тут такой мягкий постепенный переход градиента из одной карты в другую. Но человек мыслит шаблонами, каждый шаблон, он очень такой четкий, поэтому нам приходится как-то все-таки эти карты разделять. Так, что там у нас в этих самых евро? Сколько? Я не из России. 230-340 евро. Ну да, 20 тысяч это 230 евро, по-моему, да, а 340 это 30 тысяч евро. Что-то этих рублей, да. То есть где-то в среднем будет 280 евро. Что-то такое. Вот между двумя этими цифрами будет итоговая цифра. Хорошо. Вот, поэтому, ну, можно сказать, что по этой карте мужчина может вернуться, конечно, но только если он хочет спокойствия, а не доказать что-то. Да? То есть, если он хочет вернуть все на круги своя, но при этом, чтобы как-то развить ситуацию, важно помнить, что по повозке, по колеснице мы должны действовать и активно, и пассивно. Вот такие дела пироги. Хорошо. Собственно, как же человек должен развивать своих этих самых львов, своих этих самых сфинксов, как же он с ними может взаимодействовать? Что такое Луна? Если мы вспомним, как из астрологии Луна чувствуется человеком, это, как я уже сказал, что-то достаточно быстро и динамично меняющееся, вот, но меняющееся по повторяемому шаблону. Да, то есть есть, сколько там, 7 фаз лун, я уж не помню точно, да, но, по крайней мере, вот неделя у нас и выделяется из 7 дней именно потому, что там 7 фаз луны, месяц это то время, за которое луна меняет свой знак развития с плюса на минус, то есть проходит полный цикл, полный курс, да. Женщинам это хорошо известно, потому как лунный цикл очень часто совпадает с месячным циклом женским. Вот. Само собой, там нет идеального точного соответствия, но тем не менее все это достаточно так, ну скажем так, легко улавливаемо, да, вот эти две параллели, они прям напрашиваются просто потому, что они очевидны. Кстати, в частности, еще и поэтому считается, что Луна такая более женская, да, а Солнце оно такое более мужское. Почему? Потому что еще активный способ действия мужчины это день, световой день, да, то есть идти пахать там в поле, допустим, либо охотиться за этими самыми, что-то у меня кот скребется, либо охотиться за этими самыми мамонтами, да, за грибами, ягодами. Мужчина, то есть человек активный, должен был в световой день. Че ночью ходить в лес, если там ничего не видно, правильно? Ночью нужно что делать? Дома сидеть. А дом это территория женская, да? Потому как женщина большую часть времени проводит дома, у очага, с детьми, в готовке, там, в стирке, глажке, этом вот всем. Ну, само собой, я не про наш век говорю, хотя и в наше время тоже, как бы, женщине все это дело выпадает. Но исторически это женская территория. Кухня – это царство женское. Вот, так скажем, и вообще семейный очаг, который отображает эта карта, и 4-й дом в частности, это очень лунная женская тема. А женщина дома вечером
управляет ситуацией. Мужчина, который приходит с охоты, приносит этих мамонтов, он ложится отдыхать. Он становится пассивным вечером, да? А вот женщина как раз может становиться активной от того, что ничего ей не мешает продолжать быть активной вечером. Солнце село, ну что у нас там есть лучины, свечи, костер в очаге. В любом случае можно что-то продолжать делать. Поэтому вечер, то время, когда Луна выходит на небо, у нас традиционно считается женским временем, скажем так. Поэтому ощущение спокойствия и безопасности, которое нам дает семейный очаг, это женское ощущение. Карта очень женская, очень материнская, так скажем. Вот. С одной стороны, тут вроде бы мужчина нарисован, да? Но мужчина, который лунный такой очень товарищ, да, он завязан на Луну, да, он думает о том, что ему диктует Луна, что в нем заложено вот этим сном, характером его, да, то, как воспитала его мать, закладывается все это дело до 7 лет в человека, и в большей мере закладывается матерью. Поэтому характер эмоциональный человека, он как бы диктуется скорее материнской стороной, нежели мужской. Вот. Как у нас можно развить эту самую карту? Да? Как у нас можно развить чувствование этих самых своих природных заложенных качеств? Все очень просто. Есть такая тема, поговорка. Повторение мать учения, да? Если мы хотим что-то выучить, заучить, просто забить себе в подсознание, да? Мы должны повторить это много раз. Если мы хотим что-то понять, осознать по солнцу, то это, конечно, карта силы. Это когда вы берете суть явления, суть значения, да? Суть, допустим, ну вот в изучении карт Таро. Вы можете много раз повторить, заучить себе разные значения этой карты, да, без понимания самой сути карты. Это, в принципе, то, что дают большинство школ Таро. Это, допустим, то, что дает Савченко. Вот, у него очень обширные циклы, эти самые курсы, да. Я сегодня заглянул к нему на страничку. Очень круто, очень здорово, очень много инфы. Я не считаю, что он как-то неправильно делает. Нет, это его способ работы. Он абсолютно прав в том, что он делает, а то, что это он делает. Я со своим уставом в его монастырь лезть, конечно, никак не хочу. Вот. Но это скорее лунный подход к обучению, то есть он просто наваливает много инфы, вы, перелопачивая всю эту инфу много-много раз подряд, вы понимаете, либо запоминаете что-то, да, и потом можете работать этими привычными, уже заложенными в подсознании значениями, вот. Но это требует много времени, это требует много сил, это требует много повторения, поэтому там у него такие курсы длинные, да, по 6, по 8 месяцев, там, по 120 занятий, что-то такое. Или сколько там у него. Ну, много занятий. Чем больше, тем лучше, да. И есть понимание того, что ты просто вот едешь на этих львах, как они тебя несут. То есть ты просто забил себе в подсознание значение и в нужный момент надеешься, что оно у тебя там выскочит и завезет тебя в нужное правильное место, правильно тебе карту объяснит. А следующая карта у нас это карта сила. И там девушка общается с этим львом уже без всякой колесницы. Да? То есть нам этот механизм уже не нужен. Мы находим своего собственного льва. Не этого там черного либо белого, правильного либо неправильного. Это как бы симбиоз этих двух львов. Это солнечный лев. Это истинное значение того, это истинный смысл карты, скажем так. Если в изучении карт Таро, это понимание самой сути карты. И вам будет неважно, правильное оно, либо неправильное. Вы поймете, что вот оно какое. И в каждой ситуации оно будет звучать по-разному, просто потому что ситуации разные. А истинное ощущение карты, оно настоящее, реальное. Не одно из шаблонных значений, а вот то простое, с которым вы и должны иметь дело каждый раз, когда касаетесь некой карты.
Вот, то есть это то самое единственное значение, которое нам дает карта, мы его просто чувствуем. А вот те многочисленные значения, да, которые эта карта приобретает в зависимости от ситуации, это интерпретации этого самого льва. И вы уже по-своему раскрываете этого льва в каждом другом, в каждом втором, третьем, пятом, десятом, двадцатом случае этот лев чуть-чуть другой. Но вы знаете, что это лев от того, что он выглядит как лев, он ходит как лев, он рычит как лев, значит это лев. Вот. И вот разница, допустим, школы Савченко и того, что я пытаюсь дать людям, да, это работа именно с солнечным значением карты, с истинным, с тем, которое зарыто внутри, да, этого шаблона. Если вы будете знать, что там за лев, у вас не будет необходимости в знании шаблонных значений карт. Просто потому, что вы сами будете создавать каждое значение в каждом индивидуальном случае. Вот. Мне кажется, так гораздо проще. Понимаете как? Опять же, в чем разница? Допустим, по повозке мы знаем все буквы, мы знаем слова. По повозке, по колеснице вы берете газету, вырезаете из газеты отдельные слова, либо отдельные буквы, вклеиваете их в определенном порядке, у вас получается предложение. Вот, то есть вы пользуетесь уже чьим-то готовым шаблоном, да? А по льву, по силе вы берете в руки перо, либо ручку и сами пишете эти буквы, просто потому что вам так проще. Вам не нужен этот лишний механизм, если вы можете быстро бегать. Быстрее, чем эта колесница едет, вы можете бегать своим собственным львом, понимаете? Поэтому основной смысл колесницы, к чему человек должен прийти. Во-первых, научиться управлять своим характером, своими природными данными. Во-первых, их, конечно, нужно осознать. Как их осознать, нужно повторять много раз одно и то же. Да? Если вы, к примеру, пытаетесь понять, какой вид пищи для вас вреден, да? Повторите одно и то же много раз. Много раз съешьте хлеб. Если вы считаете, что он для вас вреден, там есть что-нибудь, ну, я не знаю, что там у нас в хлебе есть вредное, какое-то вот это вещество клейкое. Я уж не помню. Если вы считаете, что для вас хлеб вреден, повторите много раз хлеб. Если вы видите вред, значит так оно и есть. Если вы убираете много раз хлеб, вы делаете повторяемые действия, вы из рациона каждый раз хлеб убираете, видите изменения, и вы понимаете, ага, этот лев для вас черный, этот лев для вас белый. Да? И постигаете смысл, суть. Начинаете управлять своей ситуацией. Управление ситуацией возможно после многочисленного повторения. Тогда вы убеждаете, что для того, чтобы научиться чему-то, нужно повторить много раз. Вот как эта Луна много-много раз ходит по одному и тому же маршруту, чтобы у вас получилось что-то хорошо, навык нужно наработать. К примеру, опять же, если вы изучаете карты Таро и пытаетесь начать ими работать. Вы пробуете один раз, у вас что-то получается плохо. Вы пробуете второй раз, потом третий раз, четвертый, пятый, десятый, 20. На 25 раз у вас получится лучше, просто потому что вы научились управлять этим подсознательно. Это очень похоже на то, как вы управляете машиной. Если вы только сели за руль, вы понимаете, что это чужая для вас структура, что оно как-то едет само, вам бы разобраться в рычагах в этих всех, да? Поэтому вы сначала учитесь управлять этой колесницей, а ехать уже потом, да? Потом вы едете на автомате. Человек с опытом, он садится в машину, он все действия проводит подсознательно, бессознательно, по привычке, по шаблону. Завести машину, нажал там газ, сцепление, рукоять, там повернул, даже поворотники уже включаешь на автомате. Так вот, задача человека по колеснице достичь этого автоматизма действий, чтобы какие-то простые, шаблонные, повторяемые действия делать не задумываясь, не концентрироваться каждый раз на своем деле, как будто бы это что-то, ну, в последний раз живем. Например, завязывать шнурки
Нужно уметь быстро и не циклиться на этом, да. Ездить на машине нужно подсознательно чувствовать, где там сбавить, где газ, тормоз. Ноги должны нажимать на педали сами, как будто этот механизм сросся с вами. В нашей жизни есть очень много ситуаций, которые мы можем пройти просто на автомате, не задумываясь, потому что мы проходили уже много раз. Например, вы можете, если вы находитесь, если вы живете в доме с лифтом, вы в конце дня можете и не вспомнить, что вы вообще в лифте сегодня ездили. От того, что это действие для вас не важно. Вы делаете его не задумываясь на автомате. Приходите, нажимаете, зашли в лифт, выбрали там цифру 1 и все, едете, вышли. Вы даже не заметили, что вы проехались на лифте. Хотя ребенок, который первый раз пользуется лифтом, для него это в новинку, он учится этим пользоваться, ему интересно, он обращает большое внимание на весь этот процесс, но это не важный процесс. Этот процесс можно заучить, зазубрить и пользоваться потом без лишней траты своего внимания. Свое внимание, это ресурс, который нужно тратить очень в щадящем режиме, да, его не так много. Поэтому свое внимание нужно обращать на то, что на самом деле важно. Если вы едете в машине, если вы управляете машиной, да, и обращаете слишком много внимания на то, как ваши ноги нажимают на педали, как там переключение, что за лампочки у вас горят, что тут щелкает, вы не успеваете следить за дорогой. Те, кто учились ездить, да, вы помните, что водить машину поначалу очень сложно. Внимание нужно и сюда, и сюда. Так вот, по колеснице вам важно понять, какие процессы в вашей жизни нужно просто заучить, загнать в подсознание, чтобы пользоваться этим на автомате. Вот, какие-то действия. Что за действия, у каждого человека разные. Вы можете сказать, что как так? Но сознательность жизни человека очень важна. Конечно, важна. Но еще раз, это ресурс, а каждый ресурс имеет какой-то, объем. Да, он не может быть бесконечным. Если вы будете постоянно вот в этом сконцентрированном внимании, в какой-то момент, где вам на самом деле нужно будет заострить внимание на чем-то, вы будете просто не в состоянии это сделать. Вот. Поэтому вам важно находить шаблоны и пользоваться этими шаблонами, чтобы освободить себе больше ресурса для следующей карты, для силы. А вот по силе, вот это, что вы на самом деле делаете, вот туда нужно и направлять все свое солнечное внимание. В любом случае, 4 и 5 дом – это подсознание и сознание, это Луна и Солнце. Часть процессов в человеке проходит подсознательно, часть процессов сознательно. Колесница – это то, что должно ехать само. Вы должны сознательно управлять. Вам незачем лезть в понимание того, как у вас там работает желудок. Вы должны сознательно им пользоваться, но как именно он работает, вам не важно. Он должен сам работать, понимаете? Ой, тут много-много вопросов. Ну давайте быстренько по вопросу еще раз. Роман, что такое теневая сторона аркана? Общее понятие имею, но в разных школах различный принцип определения. Так у некоторых императрица, третий старший аркан, ее тень смерть. Иерофанта тень дьявол. Да, есть такая штука, это интересно, это они в принципе дают хорошо и правильно, потому как, смотрите, они располагаются напротив. Есть разные понятия: тень и перевернутое значение карты. Тень — это, скажем так, место, где основной смысл карты раскрывается с наибольшим трудом. То есть карты, которые относятся к третьему дому, да, то есть это работа с информацией, работа со знакомыми, та же самая работа с шаблонами чуть-чуть, да, выбор среди этих шаблонов и сознательный загон в эти шаблоны идет уже по Луне. Вот. Но тут мы с вами работаем по инфе, которая общая для всех. Например, Иерофант, он всех учит одинаково. А вот дьявол, он учит каждого индивидуально. Понимаете? Хотя работает с большим количеством народу. Но каждому имеет свой подход. Так вот, работа Иерофанта, относиться ко всем одинаково, очень сложно, если вы пытаетесь работать индивидуально. И соответственно, наоборот.
Тень дьявола будет в Иерофанте. Очень сложно развить индивидуальность в обществе, где все должны быть серыми мышами, понимаете? Это как бы противоположная тема, обратная сторона монеты. По колесу зодиака очень удобно смотреть, где чья теневая сторона. От того, что если, допустим, у вас Солнце в рыбах, да, то теневая ваша сторона напротив, в Деве. В Деве располагается слабая сторона рыб. Рыба, находясь в девичьей ситуации, да, будет практически беспомощна. И, соответственно, дева, попадая в ситуацию рыбную, да, в такую очень гиперэмоциональную, которая требует охвата большого количества эмоций, тоже будет теряться, не будет понимать, что там делать. А вот обратная сторона карты, да, ну, вернее, перевернутое значение, это чуть-чуть другое. Например, мы берем Иерофанта. Иерофант у нас это посредник при работе с сознаниями. И для вас хорошо, если он работает с вами как со всеми. Он не делает скидок никому. Он со всеми работает как с равными. Да? С одной стороны, это хорошо. Но если вам нужно, допустим, что, ну, вот, если вы не очень равны, если вы там, ну, к примеру, ну что, чего-то не умеете того же, что все люди, которые приходят в обучение к этому иерофанту, для вас иерофант будет плохим. Потому как вам, судя по всему, нужно индивидуальное. Как это описать? Например, ну вот, приходите вы на курсы, на мастер-класс по приготовлению торта Наполеон. И все умеют тонко чувствовать вкус отдельных ингредиентов, да, запах, цвет. Но вот, допустим, он вам говорит, и подрумяниваете корочку так, чтобы она стала такой золотисто-желтой, да? И вот все люди это понимают одинаково правильно. Для них эта карта правильная. Для вас эта карта может быть перевернутой, если вы чувствуете, что вы выпадаете из этой правильности. Если вы, допустим, дальтоник, да? Для вас непонятно, что говорит и Иерофант, поэтому к вам нужен отдельный подход. Тогда эта карта для вас будет перевернутой. Тень — это слабое место, а перевернутое значение — это то же самое значение, но лично к вам сложно применимое, понимаете? Которое у вас и вызывает сложности. Сила Иерофанта именно в том, что он со всеми на равных. Вот. Но если вам хочется индивидуальности, в Иерофанте вам будет очень сложно. Конечно, проще будет уйти на темную силу, на темную сторону силы, к дьяволу, который будет вас цеплять как раз за ваши качества, за ваши личные качества. Вот. Надеюсь, начало курса хотя бы через пару недель. Я из России, тут за эти месяцы семья кушает. Тут за эти месяцы семья кушает. Ну, сложно понять. Ну, через пару недель, ну, я постараюсь недельки через 3, может быть, запустить. Продолжение. Колесничий тень звезда. У Хана, кажется, противоположный дом. Противоположный это к колеснице, это этот самый башня. Башня это внешнее, это то, что человек строит в мире. Колесница — это то, что он нарабатывает внутри. Это повторяющиеся действия дома. Да? Что-то привычное, то, что вас успокаивает. Это какие-то привычки, которые при повторении вам как бы, ну, эмоцию... Это вот эффект от сигареты, да, который не химический, не от никотина, да, а от повторяющихся действий. Вы когда закуриваете сигарету, да, вы как бы знаете, что будет дальше. Хотя бы на ближайшие 5 минут вы можете предсказать себе будущее, и оно у вас предсказуемо. Оно у вас, значит, безопасное. Я сейчас достану сигарету, сейчас прикурю, сейчас вот вдохну, выдохну, потом потушу бычок. Вот.
план действий на ближайшие 5 минут, вы в нем уверены, вы в нем спокойны. Потому что вы много раз его уже повторяли, и вы знаете, чем это закончится. Вы хотите прийти к конечному итогу, вы хотите быть спокойными в этой ситуации. Поэтому курение сигареты как повторяющийся шаблон, он успокаивает человека. Позволяет ему сосредоточить свое внимание на чем-то другом, отвлечься от того, что происходит, направить внимание во что-то другое, задумать, обдумать. Вот тот же самый Юрий Хан, я его часто вспоминаю, он на лекциях очень часто курит. Раньше такого не было, да, но сейчас он как бы лекции ведет тоже онлайн. Вообще все умные люди сейчас уходят в онлайн, это удобней. Вот. И он очень часто курит на своих лекциях. Я сомневаюсь, что он как бы в течение дня курит столько же. От того, что выкурит там за лекцию 10 сигарет, я представляю, сколько бы он тогда в день курит. Но когда он работает, он пытается часть своих действий освободить для сознания, да, поэтому он как бы погружает себя, свое подсознание в повторяющиеся действия, чтобы сознание лучше работало. Вот, это то, что у нас происходит внутри. Противоположное, это башня, это то, что человек строит снаружи. Это какая-то система, которая каждый раз новая. Потому что башню нельзя повторить, она индивидуальна, она строится, а в какой-то момент ее нужно ломать и строить заново. То есть ты как бы строишь заново все время, но башни каждый раз разные. И эта колесница ездит по одному и тому же курсу. Это как трамвай на этих рельсах. Вот. А башня, да, это башня значение. Противоположное, так скажем. Звезда не является тенью колесницы. Да, звезда не является тенью колесницы. У Хана, кажется, противоположный дом. Тут не от Хана зависит, что за дом у карты. Тут что Хан, что я. Тут при всем желании как-то распределить эти карты по другим домам не получится. Поэтому я и не считаю, что я пользуюсь системой Хана. Я пользуюсь картами и пользуюсь зодиаком. По-другому этим пользоваться как-то сложно. Я не помню, что там за схема у Хана. У него много схем. Он все-таки астролог в первую очередь. Но мне кажется, что ему башню впихнуть в какой-то другой дом, вряд ли получится. Сходите там к нему на лекции, посмотрите, поэтому башня у него в 10-м доме. Она просто не может быть где-то в другом доме. Вот. Колесничий. Еще раз, это не колесничий. Да? 7-й аркан у нас не колесничий. 7-й аркан у нас колесница. Это механизм. Главное действующее лицо в этой карте это колесница, потому что карта так и называется. Мужчина в доспехах ни при чем, он не важен, он может быть любым, а вот доспехи, которые идут к этой колеснице, вот это и есть этот комплект, который нам, каждому из нас дает природа. Да, с большего-то эта колесница у всех одинаковая, но скрипит чуть-чуть по-разному у каждого. Вот, то есть инструменты-то физиологические у нас у всех примерно одинаковые. Пан Роман, мне нужно послушать несколько раз, записать дважды, я полностью владею пониманием информации. Это и есть колесница? Смотрите, по колеснице стоит забивать в память информацию, которая не нуждается в осознании. Какая-то такая шаблонная, вот как на лифте съездить, да? Один раз поняли, как ездить на лифте, все. Эту инфу можно загонять в подсознание по колеснице, просто потому, что она повторяться будет, там особо не будет ничего меняться. Это в машине все, что вы нажимаете на педали, вот ручку передач крутите, да, поворотники рулем, все это стандартное, повторяемое. Нет смысла тратить свое сознание на все, что вот у вас делается в машине. Загоняйте это в подсознание. А загнать в подсознание вы это можете многократным повторением, практическим.
Вот. Сознательно нужно на дорогу смотреть. Уже по льву едете вы. Каждый раз по новой дороге, скажем так. Вернее, дорога-то может быть той же самой. Ситуация на этой дороге каждый раз разная. Разные люди каждый раз на знакомом вам перекрестке. Поэтому шаблонно действовать на дороге нельзя. Шаблонно можно действовать только внутри машины. Потому что у вас одна и та же ручка передач. Одни и те же педали. Поэтому их можно загнать в подсознание. А вот перекресток, хоть он вроде бы одинаковый каждый раз, но ситуация на этом перекрестке, жизнь у нас постоянно меняется. Вот, поэтому жизнь все время по колеснице шаблонно. Это тоже ошибка. В колесницу нужно загонять то, что не требует каждый раз осознания. Это как дышать, понимаете? Первый вдох для ребенка, он осознанный, да, то есть он чувствует, что что-то не так, и он дышит, он кричит от того, что ему неприятно первый раз воздухом дышать, ему это странно. Но потом это входит в привычку, и он успокаивается. Привычные действия, вот это как вдох-выдох, нами даже не замечаются от того, что они уже давно в этой лунной повозке. Они едут просто по небу еще раз, меняются, повторяются. Сила усмирить льва, инстинкты внутри себя. Сила не усмирить льва, сила договориться со львом. Усмирять это нужно, если он вам мешает, но он же вам помочь, он не то чтобы хочет вам помочь, это смысл. Этот смысл просто нужно каждый раз с ним нужно договариваться, его понимать. Я училась у Романа, лично для себя сделала вывод, что это лучше моя инвестиция, и правда зубрить значение карт мне не пришлось. Здравствуйте, да-да-да, рад вас видеть. Рад, что у вас все там хорошо идет. Вы очень здорово, Диана, вы очень здорово оформляете вот свой Facebook. Я думаю, у вас и Instagram тоже есть, я вот не помню, у меня часто это из памяти выпадает, да? Вот, у вас это круче, чем у меня получается оформить. Это вот ваш такой плюс. Я вам в этом прям завидую. Спасибо за похвалу, спасибо. Желаю вам всяческой удачи. Верю вам, ненавижу выучивать, зубрить, лучше понимать и знать. Вот, у меня, в принципе, у меня солнце в рыбах, да? Хоть я человек и переходный с водолея на рыб, но мне гораздо проще сначала понять, о чем речь идет, а потом уже там что-то зубрить. Нет необходимости зубрить, если ты понял смысл. Поэтому я и учу обычно так. Я пытаюсь человеку дать понимание карты, а какие значения там у него будет эта карта принимать в раскладах с разными людьми, но он их сам наработает. Общее я, конечно, даю вот на лекциях своих. Вот как у Дианы. Роман, ваш курс предполагает уже имеющиеся какие-то практические навыки или совсем с нуля, то есть чайником. И имеет смысл? Имеет. Будет чуть-чуть сложнее, но просто в какой-то момент все это понимание пойдет лавинообразно. Вы увидите, как карты взаимодействуют, да, и это будет как, такой холодный душ, вы вдруг поймете, что вот же оно как. Это сейчас нет понимания того, как эти карты там вместе, что они, что за одна история. Но когда вы будете видеть, как карты взаимодействуют, как в каждом человеке одна и та же карта отзывается по-разному, вот тогда будет круче. Роман, будет разбор противоположных карт и как они взаимодействуют? Взаимодействие очень часто люди пытаются, учителя Таро очень часто пытаются обучить взаимодействию карт. Причем это дают именно в таких. Вот эта карта, допустим, колесница с жезлами, она будет вот так работать. С кубками она будет вот так работать. Она будет значить вот это и это. С мечами вот это. Но это, опять же, это не все значения, которые будет принимать эта карта. То есть
когда учителя Таро показывают, как каждая карта взаимодействует с каждой картой, это как изучать отдельную иголочку, хвоинку на елке, пытаться составить свое впечатление о елке, изучая каждую отдельную хвоинку. Вы сделаете пару шагов назад, вы поймите, что ель это вот такая палка с ветками, и на ней много иголочек. Вот что такое карта Таро. Это в целом, это дерево. Вот. Потом оно уже там ветки, иголки, это каждое значение, это вот множество этих иголочек. Так вот, учителя, большая часть этих самых школ Таро, они концентрируют свое внимание на иголках, забывая о том, что мы с вами вообще о дереве говорим. Вот. Я пытаюсь сразу сказать, что хвоя на елке от того, что елка это хвойное дерево, потому что ему проще так. Чтобы не сбрасывать листья, сделали хвою. Я даю суть этой самой елки, а не значение отдельное. Если вы учите карты Таро, исходя из отдельных значений, вам придется перебрать много-много-много значений, чтобы понять суть этой карты. Но если вы знаете суть карты, эти значения будут рождаться у вас сами, если вы будете видеть, как суть карты раскрывается в разной ситуации с разными людьми. Вот. У меня как раз и есть проблема в объединении значений нескольких карт. Да потому что без контекста объединение этих карт смысла не имеет. А если вы понимаете суть карт, вы будете в каждой ситуации видеть, как и что они там взаимодействуют сами. Вот. Как перекрещиваются две иголочки на елке, на каждой ветке они могут делать это по-разному. Понимаете? Но если вы знаете, что такое хвойный лес, что такое ель, да, вам будет примерно понятно, как они там будут работать. Правильно ли интерпретировать каждую отдельно? Нет. Опять же, неправильно. Я не говорю, что один способ правильный, а второй неправильный. Просто дело в том, что для кого-то проще на самом деле вот вызубрить много значений, а потом интуитивно как бы для себя откладывать, что вот это значение у меня работает, это не работает. Некоторым своим ученикам я даю и такую методику, но нарабатывать они ее сами нарабатывают. Вот. Но, как по мне, проще дать понять человеку, что карта значит вообще, в общем, суть карты, смысл карты. А значения нарабатываются сами. Я просто показываю ситуации, в которых смысл карты разворачивается по-разному. И на разнице этих вот значений человек лучше понимает суть карты. Выпали двойка пентаклей и суд. Ой, это вот отдельное значение каждой карты. Сейчас я вам вряд ли смогу пояснить. Может, девушки вам там помогут. Вот. Вернемся к пониманию процесса мифа. Так вот, миф, он в этой карте есть весь. От начала и до конца. Каждая карта это отдельный миф. Это то, что было в начале мифа и то, что было в конце мифа. А в начале мифа природа дарит человеку некий механизм, да, с помощью которого он потом будет закладывать свой город. Ну, строить свою семью. Да? Вот. А в конце мифа он строит этот город, он уже присутствует на карте. Вот эти каменные стены и башни каменные, да, это вот ощущение защищенного пространства, которое человек и строит с помощью этого механизма. Я не очень понимаю, почему некоторые тарологи говорят, что он едет из этого города. С чего вы взяли, что он едет из этого города? Может, это и есть его город. Но он постоянно едет из этого города, а то, что он не может там все время находиться. Он же должен все время что-то делать. Смотрите, смысл этой карты еще и в том, что мы, осознав, что если мы хотим добиться спокойствия в своей жизни, мы должны понять, что нам дает это самое спокойствие. Очень часто человек пытается
вернуться в свое детство, потому что в детстве у него все было хорошо. Его, как в этом раю, поили, кормили, все было хорошо, пока он не захотел стать самостоятельным, пока он не ушел из отчего дома, родители его кормили. И вот ощущение этого спокойствия, что ему кто-то помогает, о нем кто-то заботится, он и хочет построить своей будущей семье. Мужчина, к примеру, да, ищет женщину, похожую на его мать. Именно по этой причине, потому что он хочет повторения спокойной жизни в детстве, беззаботной и счастливой. Поэтому он строит себе будущее, похожее на свое детство, на беззаботное и счастливое. Женщины, женщины очень часто находят себе мужчин, похожих на отцов. Потому что они хотят, чтобы этот мужчина в будущем их защищал так же, как отец защищал их в прошлом. Поэтому эти вот повторяемые, алгоритмы, да, эти шаблоны, это то, что в человеке заложено с детства. Поэтому он подсознательно, неосознанно хочет их повторить, хочет сделать что-то, как из зернышка вырастает опять такие же зерна, но на колоске, да. Вот он пытается повторить то, что в нем заложено природой, воспитанием, детской жизнью своей, родителями. И он должен научиться делать это самостоятельно, осознанно. То есть он по итогу должен найти общий язык с этими львами, да? А общий язык со львом как искать? А это у нас карта сила. Это уже следующая лекция, да? Вот. То есть, по сути, задача человека по колеснице научиться управлять этой колесницей. Пусть ты с этими львами еще говорить не можешь, потому что это кто? Это сфинксы, это не просто львы, это сфинксы. А сфинксы это, зараза, молчаливые создания, которые говорят загадками. То есть, по сути, они не дают тебе прямого ответа на твои вопросы, понимаете? В чем прикол этих сфинксов? Сфинксы, они, зараза, молчат. Поэтому вы должны просто уметь ими управлять. Говорить с ними вы будете уже в следующей карте. Поэтому задача максимум для этого самого, для возницы, это построить себе безопасное будущее. Задача минимум — научиться хотя бы управлять этой колесницей. Понимаете? Потому что миф-то и говорит о том, что сначала ты учишься, а потом ты научаешься. Сначала ты стремишься к спокойной жизни, по итогу колесницы ты эту спокойную жизнь имеешь от того, что ты много раз повторил какое-то действие, понял, как это делается, и просто-напросто загнал это в подсознание. Людмила, я так поняла, что записи занятий не будет, а мне вот прям нужно, много раз переслушиваю, вникаю, ищу в своей жизни примеры и прихожу к пониманию. Почему не будет записи занятий? Будут записи занятий. Что мне мешает записать свои лекции, которые... Смотрите, практически во всех школах Таро они работают с помощью вебинаров, да? Я бы хотел работать с помощью программки Zoom, потому что вебинар это такая тема не всегда надежная, да? То есть процесс записи этого вебинара, тема такая, повезет, не повезет. Чаще всего везет, но очень часто там что-то ломается, да. Вот, а есть программка Zoom, в которой я буду работать, и процесс записи этой лекции целиком и полностью лежит на мне. Я буду записывать каждое свое занятие с учениками в ходе курса. И каждый ученик после этого курса будет иметь возможность эту лекцию просматривать. Я создам отдельный YouTube канал с допуском тех, кто прошел этот курс, к этим записям, и они будут там сколько угодно, там, либо сколько времени, полгода максимум, да, либо минимум, либо смогут скачать себе эту запись. Там все зависит от того, как мы решим, как это будет сделать удобно. Я могу записывать лекции для тех, кто эти лекции прошел. Доступ по ссылке. Типа того, да. Вот. Почему нет?
Трудность в том, что будет многозадачность, загруженность, будут успевать объединять, делать несколько дел. В общем, будете по полной загружены дом. Или в Google Диск. Или в Google Диск, да. Двойка пентаклей и суд. Ну, вот интересно, вы задали задачку. Нужно знать контекст, нужно знать характер человека, подойдет ли человеку двойка пентаклей и суд. Сложно сказать. Или в Google Диск. Или в Google Диск, да. Вот такие дела. Поэтому, когда вот мне задавали вопрос, а основная задача колесницы в чем? Управлять или не управлять? Управлять, конечно, учиться управлять сначала, а потом прийти в ситуацию, где вы будете в состоянии нормально с этими своими львами общаться. Вот, то есть какую-то спокойную ситуацию. Работа с колесницей — это работа в первую очередь со своим подсознанием. Работа со своим подсознанием, она очень часто проводится, знаете, когда? Да тут есть намек в этой карте. Видите, вот это вот звездное небо. Если мы берем четвертый дом Ирака, то одно из значений, присущее и четвертому дому Ираку, это подсознание и сон. Так вот, во сне очень многие проблемы можно решить, если прокрутить много-много раз. Например, вы знаете, что такое осознанное сновидение? Это когда человек во сне понимает, осознает, что ему снится сон, вот, и начинает управлять этим самым сном. Это процесс обоюдный по двум картам сразу. Это объединение двух домов, когда сознание, то есть солнце, просыпается во время сна. Тело спит, а сознание бодрствует, когда в человеке одновременно работает и Луна, и Солнце. Очень развита способность осознаться во время сна у людей, у которых в натальной карте, в астрологической, Солнце и Луна находятся в соединении, да, рядышком очень. Тогда у них этот шанс велик. Те, у кого Солнце и Луна в разных домах, ну, им сложнее. Но, тем не менее, если человек включает свое Солнце, сознание во время сна, он может многие ситуации повторять много раз. Например, там какие-то, я не помню, как фамилия, у меня с фамилиями все очень сложно. Какая-то скрипачка очень волновалась при выходе на сцену. Дома играла идеально, шедеврально, да. Стоило ей выйти на публику, на сцену, у нее сразу затык, да, нервный, играть не может. Так вот, она сотрудничала с Калифорнийским институтом исследования сна. Опять же, я забыл фамилию человека, который написал массу книжек полезных по осознанным сновидениям. Ну, вот забываю я фамилии. В Штатах есть целый институт исследования сна, и они ей помогли каким образом? Они ее научили осознанным сновидениям, во время которых она сознательно себе рисовала ситуацию, как она выходит на сцену. А в осознанном сновидении человек может составить себе, как в песочнице, любую ситуацию, придумать себе любых людей и делать, что ему хочется. И вот она себе придумывала сцену, огромный зал, выходила к этому залу, играла еще раз, потом еще раз и еще раз. То есть она проживала эту ситуацию во сне много раз. Таким образом, она привыкла к этой ситуации, перестала бояться. И в реальной жизни, когда ей пришлось все-таки играть на публику, она вышла и нормально сыграла. Просто потому, что она была спокойна. Она чувствовала себя в привычной ситуации, в которой она была уже много раз. Она знала, что там может быть в будущем, да. Вот. Поэтому она спокойно делала то, что ей нужно было. Поэтому вот можно сказать, что задача колесницы — это вывести свое подсознательное на сознательный уровень. Но до этого ты сначала должен загнать что-то сознательное в подсознательный уровень. То есть по колеснице ты должен такие не требующие внимания
детали увести в автоматизм. Просто потому что, ну а зачем? Вот. Тра-та-та-та-та. Ага, тут девушки уже друг друга консультируют. Ну хорошо, кому-то польза. Здорово. Ту-ту-ту-ту. У вас там и пентакли, не надо забывать, что это может быть и в прямом смысле деньги. Да, да, очень, очень часто карты Таро, они, ну, в каком-то смысле и прямые значения дают. Что денежки это, да, как бы из одного кармана в другой 8, вот, это так вот, туда-сюда, часть денег туда, одолжить. По двойке пентаклей часто, как бы, это самое, одалживаются деньги. Потому как двойка пентаклей это самое начало денежного потока, так скажем, да. А бизнесмены прекрасно знают, что запустить свое дело, там какое-то новое, можно двумя способами. Либо вложить свои накопления, либо если их у вас нет, то взять в долг и потом отдать. Да? То есть очень многие бизнесы начинаются именно с похода в банк за судой, поэтому нормально. Вот такие дела, пироги. Так, сколько у нас времени прошло? 1:20? О, нормально. Вот, что вам еще про колесницу рассказать? Вы спрашиваете, если что-то, ну, понятно, непонятно. Чем больше спрашивают у меня, тем легче мне вот что-то там рассказывать. Вот. По характеру, допустим, который имеет этот самый колесничий, ну, во-первых, он должен понимать, к чему он хочет прийти. Он должен строить себе некую систему. Потому как бессистемное повторение одного и того же, они очень часто могут быть ошибочны. Да? То есть, если вы повторяете одно и то же действие, не задумываясь о том вначале, что вы делаете, вы можете повторять одну и ту же ошибку. Поэтому очень важно, когда вы погружаетесь в колесницу и начинаете нарабатывать себе просто-напросто автоматизм в каком-то действии, да, человек, опять же, засыпает автоматически. Хочешь не хочешь, он засыпает. Да, если мы вот опять же сравниваем со сном. Сон это повторяемые действия. Нам раз в сутки приходится спать просто потому, что организм требует этого. Все физиологические процессы проходят по Луне, по повозке. Они как-то невидимо там у нас действуют. Машина едет, мы не видим, как там поршни в этих самых в двигателе вращаются, да, там работают. Нам это все видеть не надо. Нам надо дорогу видеть и управлять этой машиной. Как там оно само себе работает, это вот задача этого самого механизма. Природа в нас заложила что-то, родители в нас некий характер заложили, то надо как-то это все дело ехать на этом все. Тут уже не важно, что вам дали в наследство. Дело в том, что наш характер, а характер это, в принципе, то, что у нас сформировалось под влиянием прошлого. Да? Наш характер это и есть наш инструмент. У кого-то это спортивный авто, да? У кого-то грузовик, у кого-то автобус, да? Но управлять ими нужно по-разному, и функции у них разные. Если, конечно, вы будете на грузовике ездить за хлебушком в магазин, вы разоритесь на бензине. Но если на грузовике вы будете работать, тогда он вам принесет много денег. Понимаете? Поэтому очень важно понять свою повозку, свою колесницу. Очень важно понять свой характер. Очень важно понять свой инструмент жизненный, чем вы будете работать, по каким рельсам вы будете кататься всю свою жизнь. Поэтому очень важно свою колесницу ставить сразу на правильные рельсы. Кто в этом может помочь? Иерофант. Учитель, который выделит вас из одинакового множества, укажет вам ваш личный путь,
который вы и должны пройти по любовникам. Любовники, либо влюбленные, это принятие своего индивидуального решения, взятие ответственности за это решение. Вот вам посоветовал иерофант что-то вот такое вот. Вот ты знаешь, если ты будешь действовать так, как все, у тебя 100 пудов получится. Но если ты с учетом твоего характера будешь действовать чуть-чуть по-другому и рискнешь, и научишься делать что-то сам, тогда ты сможешь вот понять свой характер, да, и работать своим характером гораздо круче. Я слышал, что колесница — это жизнь на 2 семьи. Как вам такое? Бывает, кстати. Это такое значение, знаете, нечастое. Но, тем не менее, жизнь на 2 семьи, очень часто жизнь, как бы, семья, любовница. Ну, то есть, в принципе, это 2 семьи, это и есть семья и любовница, да? Потому что черный и белый. Но это отголосок предыдущей карты, да, любовников. А тут, если, смотрите, по любовникам человек себе заводит вторую семью, да, делает осознанный выбор. Вот есть что-то такое привычное по иерофанту, а есть то, что мне на самом деле нравится. И я хочу, вот, я иду на какие-то вот на нарушение моральных норм, да, я беру на себя ответственность за свои действия перед собой хотя бы, и понимаю, что последствия могут быть ого-го, но я делаю этот выбор. А по повозке эти действия могут быть повторяемыми. Одно дело, что ты один раз выбрал там сходить к любовнице, да, к любовнику. По повозке, по колеснице, эти рельсы могут быть постоянными. То есть это вот сегодня дома, завтра у любовницы. Сегодня дома, завтра у любовницы. Ну там либо у любовника. Да? И вот так вот. Луна то убывающая, то растущая. То убывающая опять, то растущая. То туда, то сюда. В принципе, сам значок рака, да, он такой, вот видите, он как бы так. То так одно за другим, одно за то это, то это. Ну, там 2 клешни, левая, правая, да. Вот. Какая-то клешня всегда больше. Вот. Поэтому тут можно сказать, что все те рассказы о колеснице богов, да, в которых там едет богиня Луны, Инанна, допустим, да, вот, это та самая Луна, это тот самый механизм действия, да, природный такой, который заложен в каждого человека этими богами. Раз эта карта косвенно связана с Луной, она не то чтобы косвенно, она напрямую связана с Луной. Может ли колесница иметь отношение к зоне комфорта, типа ее нужно покинуть? Нет, вот, кстати, покидать ее не нужно. Вообще, нужно понять, в чем смысл этой зоны комфорта, если... Смотрите, чем плоха зона комфорта? Человеку в зоне комфорта вообще хорошо. Ему там комфортно. Он стремится к этой зоне. Выйти из зоны комфорта он хочет только, чтобы изменить эту зону, если она его не устраивает. Вообще, выход из зоны комфорта — это сломать стереотип, шаблон, который тебе мешает развиваться. Поэтому, если вы хотите развиться, вы должны делать это осознанно. По следующей карте, по льву, ломать стереотипы нужно, понимая, что ты ломаешь. Иначе ты просто, не прошибешь эту стенку. Вот. Поэтому тут можно сказать, что по колеснице скорее вы учитесь находить свою зону комфорта. Это как в этом самом, в анекдоте. Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно сначала в нее зайти. А как в нее зайти, если у нас денег нет, да? Вот такие дела, пироги. Поэтому вы не спешите ломать эту зону комфорта, если вы ее не чувствуете. Если вы не чувствуете этого комфорта, как вы можете из этой зоны выйти? Значит, вы и так уже вне зоны комфорта находитесь. Вот этот шаблон зоны комфорта — это комфортная зона, это спокойная зона, это понятная, привычная, наработанная, шаблонная, да? Если кому-то нравится работа-дом, работа, это его успокаивает, и он не хочет развиваться. Ему и так хорошо, чего вы его дергаете из этой зоны комфорта. Он может только зашел в нее, да, он только привык к этому.
Вот, а вы тут давай пошли сменим ситуацию. Да подожди, я к этой еще ситуации не привык. По колеснице мужчина только привыкает к своему первенцу. Для него только стало интересно то, что с ребенком можно как-то общаться, что с ним вот можно как-то гулять вместе, там худо-бедно футбол играть, да, ну вот ребенок там, ему 3 года, он там бегает, может с тобой с мячиком играть, и тебе с ним интересно, ну как отцу с сыном, к примеру. Ты только к этому привык, а жена такая раз говорит, давай второго заведем. Это, конечно, выход из зоны комфорта, но если ему хорошо в этой зоне, понимаете? Так что покидать зону комфорта. Зачем ее покидать? Ее сначала найти нужно, эту зону. Сначала вопрос, а что ему ей нужно в постели. По колеснице, получается, осточертела поза, сменить ее уже. Но может и так, да. С другой стороны, это неплохо и нехорошо. Вы берете только одно значение, да, что это плохо. Колесница это, ну хорошо, пусть это будет шаблон, пусть это некие действия, которые приводят тебя в эту самую зону комфорта. Вот, то есть это комфортная ситуация, в которой человек хочет оказаться путем каких-то привычных действий. Не обязательно она ей осточертела. Может, очень многим женщинам в постели наоборот нужно что-то привычное, потому что это, ну, им помогает. А некоторым наоборот нужен поиск чего-то нового. Вот. Тут все зависит от того, чего человек хочет. От контекста зависит. Поэтому я не могу вам сказать, как эта карта. В плане секса это, конечно, то, что человеком не осознается. Да, это вот какие-то, ну вот нравятся ему там некоторые физические ощущения, да. Извините за подробности, кому-то нравится быть связанным, да, допустим. Ну, вот сейчас модные там эти темы с этими связываниями, там есть такие красивые всякие связывания, там всякое такое вот, да, элемент творчества в этом деле. Каждому свое. Ну, человек может не осознавать, почему ему это нравится. А вот может быть почему-то нравится, потому что по природе в нем заложено, что вот в такой ситуации, в таком положении ему интересней. Да? Ему больше нравится. Это включает его какие-то подсознательные механизмы. Все. Если колесница по знаку зодиака рак, то как она может быть активной? А почему она не может быть активной? Смотрите, тут же одна карта, да, в этом доме. Тут как бы в этот дом можно впихнуть часть любовников, можно впихнуть часть льва, да, силы. И что характерно, они впихиваются, да, тут в колеснице есть и двойственность по любовникам, вот тут есть два человека, и тут есть два льва, да, и с другой стороны здесь львы, и здесь лев, то есть как бы тема просматривается в каком-то в развитии, да, вот, но каждая карта, каждый аркан может быть и активным, и пассивным, все зависит от ситуации, опять же. Человек может активно заходить в зону комфорта. Человек может находиться в этой зоне комфорта пассивно и не желать ничего, ходить только вот по привычным рельсам. А вполне вероятно, человек захочет выйти из этой зоны комфорта, потому что ему в ней уже не очень комфортно, ему хочется дальше идти в будущее. В будущую зону комфорта. То есть он себе рисует какую-то ситуацию более комфортную, чем ту, в которой он находится. И пытается какими-то похожими действиями наработать себе уже новую зону, но такую же, как и раньше, только получше в каких-то нюансах, понимаете? То есть человек едет из одного города, чтобы построить себе другой город, но получше, покруче, ну, стены там повыше, башни помощнее, да? Просто потому, что, ну, вот в более мощном городе он себя чувствует более комфортно. Человек зачем ломает себе зону комфорта? Чтобы погрузиться в следующую зону комфорта. А для кого-то постоянное развитие есть сама по себе зона комфорта, и остановка на пути этого развития уже некомфортно. Видите, все очень от разных людей, от разных ситуаций, от разницы характера зависит.
Мне преподавали, что по колеснице человек закрытый, достаточно эгоистичный, для любви холодный, одиночка, не стремящийся к браку, не спешит связывать себя обязательствами. Почему? Только потому, что это Луна? Или потому, что он в доспехе, в таком холодном? Смотрите, очень часто карты Таро трактуют по какому-то внешнему признаку, да, вообще, какая-то отсебятина. И очень часто эта отсебятина попадает в цель, но очень часто не попадает. Вот при всем уважении к Савченко, да, он очень часто не попадает, потому что он циклится на каком-то нюансе, на какой-то детали, строит какое-то свое значение и привязывает основной смысл карты вот только к этому значению. Я подозреваю, что если это человек закрытый, эгоистичный и для любви холодный, потому что он в доспехе, в холодном, жестком, колющем таком, да. Но вы забываете, что это Луна. Вы забываете, что под этим доспехом есть мягкое тело. Вот этот трак, да, он как бы в жестком панцире, но это водный знак. Он эмоциональный, он мягкий, ранимая натура, творческая, эмоциональная. Он любвеобильный. Но он очень боится, что его обидят. Поэтому он очень часто кажется закрытым, холодным. Но по сути, почему? Потому что у него есть некая своя зона комфорта, из которой он очень часто боится выходить, если вот ему дали слишком тесную повозку, эту колесницу. И он боится, он думает, что вот, я один, потому что мне это привычно, для меня это зона комфорта, мне там хорошо, зачем кого-то искать, я типа и сам себе личность. Да? Человек выстроил себе личность и как в панцире в ней сидит. С другой стороны, если человек уже нашел свои эмоции, уже нашел свою любовь, он закрывается этим панцирем от всего мира. Ему нравится то, что он испытывает сейчас, и вот то, что ему нравится, вот этот момент, он может делить с каким-то другим человеком вполне. И вообще, само ощущение Луны и защищенности, это то, что человек испытывает возле семейного очага, рядом с отцом и матерью. Зачем женщина ищет себе мужчину? Чтобы спокойно жить там дальше, чтобы дети были, чтобы семья была, да, чтобы было чувство защищенности в будущем, потому что семья и дети — это защищенность, это уверенность в вашем будущем. Кто-то там вам к концу жизни вам хоть стакан воды принесет, понимаете? Поэтому я не согласен, что это одиночка. Каждый человек для себя хочет чего-то индивидуально, но это не значит, что он одиночка. Семейная жизнь в одиночестве — это такая тема очень сомнительная. Каково отрицательное влияние колесницы? Ну, как я уже сказал, это боязнь идти вперед, понимание, что нужно идти вперед, но не желание идти вперед, желание повторять все, зацикленность на одних и тех же действиях, вот погружение в эту самую зону комфорта и нежелание из нее выходить. Мы должны выходить из своей зоны комфорта от того, что мы должны развиваться, жить. Мы должны себе строить следующую зону комфорта. Построили один город, он перенаселился, нужно строить следующий. Часть народа, то есть семья, она не может расти постоянно. Семья свои действия основывает на том, что подрастающие члены этой семьи должны эту семью покинуть. Вперед, свободное плавание. Вот на тебе приданное. Иди строй себе свою жизнь сам, свой собственный город строй. Нам тут уже тесно, в двушке, в пятером. А тебе уже 17 лет, брату 20, да? Ну, вот, поэтому вперед. Когда в сапогах тебе выдали в наследство, и давай вперед. Покоряй зоны комфорта следующие. Просто человек, когда строит себе зону комфорта, он всегда строит ее по шаблону, по своему детскому шаблону. В зоне комфорта нет роста движения. В зоне комфорта есть комфорт. Человек всегда подсознательно по Луне стремится к комфорту. Когда он устает от этого комфорта, он хочет себе другого комфорта. Понимаете? И он начинает ломать себе эти стенки, чтобы строить следующее.
Когда народу становится тесно в городе, стены расстраиваются, поэтому там первое транспортное кольцо, второе, потом третье, да, все больше, больше, больше. Точно так же в средневековье росли стены вокруг города, пока все это не ушло в прошлое. В зоне комфорта нет роста и движения. Рост и движение есть в развитии самих зон комфорта. Вот. Кстати, про минусы аркана. Это правильно, что колесница способна идти по головам? И в каких случаях повозка переворачивается? Ой, вы что-то как-то очень образно говорите. В каких случаях повозка переворачивается? Это если человек пытается слишком резко сменить тактику, да? Делать что-то непривычное. Сделать что-то непривычное нужно очень аккуратно. Иначе вы просто-напросто, ну как это... вы не сможете сразу сделать что-то новое хорошо. Вам сначала нужно аккуратно попробовать, попрактиковаться. Ага, получается, хорошо, окей. Это как пересаживаться в новую машину. Газ нужно трогать очень аккуратно, потому что вы привыкли к «Жигулям», в которых, чтобы газануть, нужно тапку в пол, да? А тут вам дали Ford Mustang. Там чуть подышишь на эту педаль газа, он уже полгорода проезжает. Поэтому все новое и незнакомое нужно пробовать аккуратно, по чуть-чуть. Если делать слишком резко, ваши рефлексы, а колесница это еще и рефлекс, конечно, они будут работать по-старому. Потому что колесница, она штука хоть и подвижная, но имеет свою инерцию. Потому что Луна все-таки ходит по рельсам, да, по одному и тому же курсу. Она хоть и меняется, но все равно ходит по одному и тому же курсу. Поняла, спасибо. Отлично, хорошо, хорошо. Потому что воин по Войту ответ на вопрос, почему холодный. Ну, по Войту есть много чего, много того, что сейчас нами рассматривается при наличии новой информации несколько по-другому. Понимаете? Дело в том, что карты Таро Уэйтом рисовались 100 лет назад на основании наработок, которые были в ходу 200 лет назад, а то и 300 лет назад. А карты Таро это не замшелый, не мертвый механизм, да, это потихонечку развивающаяся, ну как, псевдонаука. Будем считать это все-таки псевдонаукой, потому что наука это быть никак не может. Наука это то, что можно доказать, повторить в тех же условиях, да, либо хотя бы допустить, что это те же условия. Карты Таро показывают каждый раз разную ситуацию, поэтому, ну, изучение наукой карт Таро, оно невозможно в принципе, как и астрология, как и вот вообще магия. Это непознаваемая дисциплина, это, ну как, непознаваемая разумом. Это скорее нарабатываемая опытом штука. Как и карты Таро, так и магия, и любое вот все, что в этом плане идет. Моя повозка перевернулась в астрологии. Дальше описание знаков начинается, кто во что гораст выдумывать. Почему? Потому что есть разные школы Таро, астрологии. Потому что все-таки объяснение разных знаков, разных домов и разных планет может быть по-разному. Это как и карты Таро, понимаете? Есть общий смысл, да, карты. И есть значения, которые каждый там, кто во что себе гораст, тот и городит, да. Тот же Савченко, да, он вот, допустим, может взять одну карту, написать очень много по одной карте, но только на основании того, что вот он, что ему кажется, да. То есть инфы-то у него навалом очень много, но найти зерно истины вот во всей этой инфе у Савченко сложно. Просто потому, что он интерпретирует это так, как ему хочется. Вот. А у повозки есть очень простой, ну, допустим, у каждой карты есть очень простой способ понять, что это такое. Ну как,
Понять, вот тут я тоже, наверное, ошибаюсь, потому что понять карту очень-очень сложно. Ее надо прочувствовать. А прочувствовать, ну вот, наверное, колесницу можем прочувствовать с помощью автомобиля. Очень много примеров я сегодня привел про то, как человек водит авто. Вот это очень похожий механизм. Да? В автомобиле вы находитесь в зоне комфорта. От того, что дождь сверху не капает, как бы вы себя чувствуете в привычной обстановке, вот это ваша машина, вам хорошо, да? Первый раз в новой машине вам некомфортно от того, что непривычно. Она может быть удобной, но все равно есть такой легкий стресс, да? Мало ли что тут как, а что тут где. Когда ты все это изучил, загнал в привычку, в автоматизм, в подсознание, ты уже находишься в зоне комфорта. Более того, вся эта зона комфорта, твоя личная, она едет по дорогам. И эти дороги, если хорошо знакомы тебе маршрут, это тоже большая зона комфорта, в которой ты можешь предугадать, что за этим поворотом будет тот поворот, ты примерно прикидываешь свое будущее, ты как будто бы в нем уже находишься, и как будто бы оно тебе уже известно, чем оно кончится. Пункт А, пункт Б. Так вот, выход из этой зоны комфорта, когда у вас на привычном маршруте там делают какой-нибудь объезд. Вот это слом шаблона, стереотипа, да, выход из зоны комфорта. Вот, и вам приходится что-то менять активно в том, что в вас уже пассивно наработано, понимаете? Вот. Почему холодный? Потому что это воин. А с чего вы взяли, что воин должен... Вообще, с чего Уэйд взял, что воин должен быть холодным? Вообще, если мы берем воина, да, то архетип воина это в первую очередь маг. Потому что маг, он действует. Еще раз, это не архетип воина. Это архетип повозки, колесницы. Еще раз, главное действующее лицо в этой карте это не вот тот воин, который рулит этой машиной. Это вот эта самая машина, ваш механизм. Дело в том, что современные ученые считают, что личность человека это вот именно его характер. Да? То есть они отказывают человеке в душе. Они просто считают, что человек это вот скопище его привычек, скопище того, что в него заложили родители, какие-то события. Это вот все люди рождаются одинаковыми. Да, и потом просто как-то вот нарабатывают, лепят свой характер вот из того, что с ними случилось, да. Ну вот, это просто повозка получается. Когда мы понимаем, что в каждом человеке заложена еще и частичка души, вот этого божественного света, вот тот самый, этот самый лев, солнечный лев, это солнечный божественный свет. Это понимание того, что кроме того, что наше сознание это не просто химические процессы в мозгу, да? Это есть еще что-то. Но нам хотя бы вот с этим, нам бы с физическим телом, с процессами разобраться. Если вы умеете управлять своими физическими процессами, если вы можете сознательно успокоить, выровнять свое дыхание, да, если вы там круто по йоге можете вообще научиться там и сердцебиением управлять, и потоотделением, и чем-то там еще, там ушами шевелить, еще что-то такое, да, пожалуйста. Но это все физическое, это то, что, ну, задано в нас и так, заранее, до этого. Вот. Ой, слушайте, а что здесь все? О, вот так меня чуть-чуть лучше видно, да? Мне так кажется. Вот такие дела. Так что тут свой там, ну, это воин, конечно, да. Но это не архетип воина, это архетип повозки, колесницы. Архетип воина у нас в маге. Вот там чистый архетип воина. Просто он называется маг. Потому что маг это действующий человек. Воин это тот, кто делает что-то. Вот такие дела. Я надеюсь, что это очень... Ну, я надеюсь, что это вам поможет, потому что, ну, как бы... Чтобы как-то работать с помощью этого самого... С помощью своего подсознания. Сначала нужно им чуть-чуть управлять
научиться хотя бы немножко договариваться с этими сфинксами. Они все равно вам не ответят, но завезут вас туда, где вы можете получить, где вы можете познакомиться со своим третьим львом. Тем самым солнечным, да. Делать уже все по-своему, сознательно, а не просто подсознательно. Поэтому задача минимум для колесницы — это понять, как работать со своим подсознанием, да? Задача максимум с помощью этого подсознания делать какие-то сознательные штуки. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Да, нужно уже заканчивать, закругляться. Может ли колесница показать терзание между добром и злом? Жить в квартире по наследству на зло остальным наследникам или продать и миром разойтись? От характера зависит, от этого самого, от ситуации, от тех, с кем там это по наследству, от наследников. Ну вот, это, каждому свое. Тут надо ситуацию смотреть, а не так просто. Одной картой тут сложно сказать. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Вам тоже всем спасибо. Сколько там сегодня было? Нормально, 26 человек сейчас. Неплохо. Вот максимум 30-32 максимум у нас было сегодня. Хорошо, хорошо. Вот такие дела, пироги. Значит, что у нас дальше? Дальше у нас... Кстати, вот мы с вами подошли к этой черте волшебной, да, где первая треть зодиака заканчивается. Человек как бы может нормально жить счастливо, нормальной земной жизнью, да, если просто научится ей жить, да, вот станет на эти рельсы, которые дальше будут возить его по нужному ему маршруту. Но если он хочет идти развиваться, ломать эту свою зону комфорта, в которую сначала еще прийти надо, да, то делать это надо сознательно. И вот этот переход, ломка такая, это есть вот тот кризис среднего возраста, с которым человек сталкивается примерно к 30 годам, начинает сталкиваться. И вообще вот этот период от 28 лет до 35, вот он и основан на понимании того, как человек должен сознательно менять свою жизнь, потому что ему вот не хочется оставаться в этой зоне комфорта, если эта зона комфорта для него перестала быть комфортной. Ось такие дела, малята. Хорошо. Дальше мы с вами будем общаться по поводу льва, по поводу старшего аркан сила. Вот мы будем понимать, в чем сила. В чем сила, брат, да? Очень такой фильм глубокий, который не все правильно поняли. Почти все поняли неправильно. Хотя Балабанов там совсем не это хотел показать. Ну ладно, об этом не будем. По младшим отдельные лекции планируете? Там скорее по двойкам, тройкам, пятеркам будут, конечно, отдельные лекции. Привет из Болгарии. Болгарии привет тоже. Мы тут не так далеко от вас тоже в Европках находимся. Вот. О чем мы с вами? Об отдельных лекциях по младшим арканам. Да, там будут. Я не уверен, что получится прям философские такие лекции, а то, что младшие арканы, они не так философски пропитаны, да, как старшие. Старшие все-таки, они сами по себе такие уже философские, да. Младшие, они такие скорее социально-бытовые, но там тоже есть чему поучиться, тоже есть что глянуть, тоже очень много интересного есть. Вот. Поэтому я думаю, что по отдельным младшим арканам я делать не буду, но вот по двойкам, тройкам, пятеркам, как по таким вот отделам можно будет пройтись. Так, по младшим в интенсиве было вроде. В интенсиве там по всем чуть-чуть было, да, такое общее. Вот интенсив очень полезен для тех, кто собирается ко мне на курс платный, да. Вот там мы этот интенсив будем разбирать практически полностью. Но уже на практике, так более реально, да, с примерами, что и как, чтобы вы прочувствовали вот этот весь общий смысл.
Добренько. Увидимся с вами в... Что у нас, пятница? Во вторник увидимся, да? Как обычно. Если будет время, я не уверен, что будет время. Мне бы хотелось запустить эфир либо по вопросам, которые вот накапливаются у людей, либо по чему там, либо по карте дня, карте недели, да, что-то я давно не делал такие, самое надо будет. Вот, ну, постараюсь. В любом случае, вторник вечером увидимся, как обычно. Ну, если что, если нужна консультация, то все контакты есть в описании к этому видео. Ставьте там эти всякие лайки, комментируйте. Ну, что делать на YouTube, вы не хуже меня знаете. Добренько. Всем привет, всем хороших, приятных выходных.